Всем доброго дня! Приветствую вас у себя на канале. Сегодня предлагаю вместе со мной связать вот такие тапочки-следочки укороченными рядами с листочками. Тапочки связаны на 35-36 размер и не имеют ни единого шва. Если интересна такая вам модель, предлагаю связать ее вместе со мной. Ну а мы начнем. С чего я начала вязание самого слитка? На спице самым обычным способом я набрала 26 петель и провязала 38 рядов платочной гладью. В эти 38 рядов вошли как лицевые, так и изнаночные петли. И провязана у меня на данный момент в слитке вот эта вот часть, да, от задника до листочка. Сейчас мы с вами будем вывязывать сами вот эти листочки поворотными рядами, укороченными. Как они провязываются, сейчас я вам подробно покажу. Для этого нам нужна нить контрастного цвета, то есть другого. В моем случае она темно-синяя. Также она у меня присутствует в обвязке. У вас это может быть нить другого цвета, которая либо есть у вас, либо которая вам нравится. У меня вот такой вот клубочек. Сейчас мы его будем с вами вводить и вывязывать листочки. И да, я не сказала, сколько у меня здесь получилось в сантиметрах. Это 8 сантиметров у меня вот эта сторона. Если же вам нужно длиннее, то есть на размер больше, чем у меня, напомню, это у меня 35-36, то, соответственно, эту часть вы вяжете длиннее, провязывая большее количество рядов и, соответственно, больше сантиметров. И начинаем вывязывать сам листочек. Вначале мы провязываем 11 петель нитью основного цвета. В эти 11 петель также входит первая кромочная петля, которую мы снимаем, не провязывая. И также ее считаем. Провязываем 11 петель. 11 провязали. В 11 петель, напоминаю, входит также кромочная петля. Теперь мы добавляем нить контрастного другого цвета для вывязывания самого листочка. Мы ее вводим следующим образом. Я ее ввожу так, вы можете по-другому, если вам так будет неудобно. Первую петельку нитью другого цвета я провязываю, просто выводя ее самым обычным способом, провязывая. Далее фиксирую вот этот хвостик, провязав его вместе с основной нитью одной петлей, да. И так мы провязываем нитью другого цвета 9 петель. 2 я уже провязала, еще 7. Провязали 9 петель нитью другого цвета. Мы не довязали несколько петель до конца, и мы их не довязываем. На этом этапе мы разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Развернули, провязываем 9 петель, получившихся у нас нитью другого цвета. Да, первую при этом мы снимаем. Остальные мы петельки провязываем лицевыми. Напоминаю, в платочной глади все петли провязываются как в лицевых, так и в изнаночных рядах лицевыми петлями. Провязали 9 петель. Здесь хвостик можно подтянуть, дабы его зафиксировать. Так, теперь мы перекручиваем, как бы перекручиваем наши 2 нити. Вот мы берем нить основного цвета и продолжаем ею вязать. Видите, как у меня служит нить? Она как бы синяя, вот эта у меня ушла под коричневую, да. Фиксируем, дабы не образовались у нас дырочки. Выводим нить за работу. И продолжаем вязать нитью основного цвета наши 11 петель, включая кромочную петлю. Кромочные петли мы провязываем изнаночными петлями, как в лицевых, так и в изнаночных рядах. Довязываем ряд до конца. Последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей. Провязали.
Разворачиваем на лицевую сторону, вяжем следующий ряд. В данном случае мы провязываем сейчас этот ряд нитью основного цвета, мы провязываем 9 петель. Первую петлю мы сняли, ее же считаем и провязываем 9 петель вместе с кромочной. Провязали. У нас получилось недовязанных коричневых 2 петли. Так? Теперь мы опять меняем нить. Берем синюю, коричневую нить, прячем под синюю, перекрещивая как бы. И провязываем нитью другого цвета 9 петель лицевыми. Провязали. У нас остается 2 петли, мы их не трогаем, разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Развернули. Провязываем в изнаночном ряду 9 петель нитью синего цвета. В моем случае первую мы здесь петлю снимаем и провязываем наши петельки, образовавшиеся синим цветом. Провязали. И сейчас мы обратно меняем цвет на основной, перекручивая нити между собой. Вот таким образом. Отправляем за спицу нашу основную нить и довязываем ряд до конца нитью основного цвета, которые у нас были провязаны 9 петель. Последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей. Довязали, разворачиваем вязание на лицевую сторону. Вяжем следующий ряд с листочком. В данном ряду мы уже провязываем с вами 7 петель лицевыми вместе с кромочной, ее снимая. Семь петель провязали. Мы опять не довязали с вами 2 петли коричневым цветом и опять меняем нить методом перекрещивания и вяжем 9 петель нитью синего цвета в моем случае. Девять провязали. Сейчас у нас остается 4 синие петли. Мы на данном этапе разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону и провязываем 9 петель синим цветом уже в изнаночном ряду. Девять довязали и меняем цвет на основной и провязываем 7 петель, которые у нас получились нитью основного цвета, до конца нашего ряда. Последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей. Довязали ряд до конца, разворачиваем вязание на лицевую сторону. И теперь будем вязать наши ряды уже в обратном порядке. Если мы здесь сейчас основной цвет уменьшали петли,
то вот с этого момента мы будем их уже добавлять. И в данном моменте мы провязываем 9 петель э, лицевыми, включая кромочную, ее снимаем нитью основного цвета. 7, 8 и 9. Вот так у нас получается на данном этапе. И дальше меняем цвет методом перекрещивания наших нитей. И далее провязываем 9 петель нитью дополнительного цвета. Провязали, у нас еще остается 2 петли синие, мы их не трогаем, разворачиваем на изнаночную сторону. В изнаночном ряду мы провязываем 9 петель нитью синего цвета в моем случае. Провязали и меняем цвет на нить основного цвета, да? Нить меняем и довязываем до конца ряда 9 петель нитью основного цвета. Последнюю кромочную мы провязываем изнаночной петлей. Довязали ряд до конца, разворачиваем вязание на лицевую сторону. Вот так это выглядит. И провязываем в этом ряду нитью основного цвета 11 петель, включая кромочную петлю. Провязали 11 петель, меняем обратно цвет наших нитей и вяжем синим цветом 9 петель нашего листочка. И на данном этапе вывязывания листа мы вернулись к первоначальной исходной позиции до наших коричневых петель. И опять же таки разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Провязываем 9 петель нитью дополнительного цвета и наш листочек одновременно. 9 петель провязали, меняем цвет нити на основной и провязываем получившиеся наши 11 петель до конца ряда. Кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей. Довязали ряд до конца, разворачиваем наше вязание на лицевую сторону. И мы с вами вывязали один листочек на нашем слитке. Далее у меня идет разделительная такая полоска из цвета основного, основным цветом, да,
Я ее провязываю следующим образом, просто провязывая все ряды от первой кромочной петли, которую я снимаю, и до конца ряда лицевыми петлями. Провязываю 2 ряда лицевыми петлями, 1 ряд лицевой, 1 изнаночный. Провязываем до конца, как коричневые петельки, которые у нас получаются, так и синие. Провязываем 2 ряда нитью основного цвета. 1 ряд, напоминаю, лицевой и 1 ряд изнаночный. И вот такая вот конструкция у меня получается на данном этапе моего вязания. Мы вместе с вами вывязали сейчас первый листочек, да, нашего слитка. Их у меня всего 5. Провязываем аналогичным способом остальные 4 листочка, добавляя по 2 ряда между ними нитью основного цвета. Предлагаю сейчас вам вывязать листочки самостоятельно. Далее я довязала 5 своих листочков. В итоге у меня получается на данном этапе вот такая конструкция. На манекене это выглядит вот так. И теперь в обратную сторону, так как я вязала вот здесь 38 рядов или 8 сантиметров в моем случае, я провяжу аналогично в противоположную сторону 38 рядов, либо 8 сантиметров, да, и закрою петли. Закрытие петель делаем по прямой, любым удобным для вас способом. Вернемся, будем формировать стопу и задник. Я закончила вязание верхней части слитка, именно вот этой верхней части с листиками, и закрыла петли. Теперь что я делаю дальше? По вот этой широкой стороне, которая у нас стала шире, я наберу 60 петель самым обычным образом. Да? Набираем 60 петель и тем самым провязывая один условный лицевой ряд. Первую петельку продели, вторую я фиксирую вместе с хвостиком, образовавшимся у нас, чтобы он не распускался. Вторую петлю провязываю вместе с ним. И далее потом мы хвостики все пропрячем. 2 петли я уже добрала. И так добираю 60 петель. Так, 60 петель у меня набрано по лицевой стороне, и одновременно он же провязан один лицевой ряд. Разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону и провязываем второй изнаночный ряд, то есть ряд второй, а изнаночный первый. Да? Всего у нас получится 2 ряда. Провязываем изнаночный ряд до конца, первую петлю снимаем, провязываем все петли лицевыми, последнюю кромочную, как обычно, изнаночной петлей. 2 ряда у меня провязаны платочной гладью от самого полотна. Да? Теперь мы будем непосредственно переходить к нашей подошве, вот к этой части. Да? У меня на спицах набрано 60 петель сейчас. Мне нужно выделить 12 петель средних. Это получится 60, если мы отнимем 12. Это получится 48 петель. Да? И их надо нам 48 разделить на 2 стороны нашего слитка. Это получится по 24 петли с 2 сторон и 12 средних. Вязать я буду следующим образом. Первую сторону нашу, которая у нас получается сейчас под рукой на спице, мы провязываем 24 петли. В эти же 24 петли у нас входит и кромочная петля, в том числе мы ее снимаем и считаем ее вместе. И провязываем 24 петли платочной вязкой, то есть лицевыми петлями. Провязали 24 петли одной стороны вместе с кромочной. Далее выделяем середину. У нас их 12 петель. Что я делаю? Я провязываю, не довязывая одну петлю, то есть я провязываю 11 петель центральных лицевыми, 2, 3, 4, 10, 11.
Так, провязали 11 петель, далее 12 петлю с середины и первую петлю с боковой стороны я провязываю одной лицевой, то есть 2 петли вместе, одной лицевой за заднюю стенку петли. Как бы получается с наклоном влево. Провязали. Так, разворачиваем на изнаночную сторону. И в этом моменте, да, формируется сама подошва. Вы же можете, если вам неудобно считать, повесить маркерочки перед этим, выделив тем самым средние 12 петель. Дальше в изнаночном ряду, поскольку у нас гладь платочная, мы продолжаем вязать лицевыми петлями. Первую кромочную петлю, которая у нас получилась, образовалась, либо же последнюю петлю 12, мы ее снимаем. В изнаночном ряду она уже как у нас кромочная. Сняли. Далее ее же считаем. Провязываем 10 петель. У нас получится 11 с кромочной. Провязали. У нас вместе с кромочной должно получиться 11 петель. Так? Сейчас пересчитаем для точности. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот обсчиталась. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязываю. Вот для этого я пересчитываю, чтобы не обсчитаться. Далее последнюю 12-ю петлю середины и первую кромочную петлю именно боковой стороны я провязываю одной петлей уже изнаночной, 2 петли вместе, изнаночной петлей и уже в изнаночном ряду за переднюю стенку петель. Провязали 2 вместе. Снимаем и разворачиваем вязание наше на лицевую сторону. И вот смотрите, у нас уже получается, выделяется наша серединка из 12 петель. Так? И так провязываете всю стопу до конца, пока у вас не останется на спице средние 12 петель. Я довязала до момента, когда у меня на спице осталось 12 петель и боковые стороны. Теперь мы с вами будем формировать вот этот задник, который у нас сзади. Он бесшовный. Вязать я буду его следующим образом. Первую петельку мы снимаем. Она у нас как бы кромочная. И вяжем все петли лицевыми, не довязывая последних 2 петель. Вот, не довязали, 2 петли у нас остались. Мы с вами сейчас провязали 10 петель вместе с кромочной, и у нас остается 2, да, в принципе, которые у нас были 12. Мы эти 2 провязываем 2 вместе одной лицевой петлей. Она у нас получится 11 петля, да, мы ее провязали одной лицевой и 2 вместе. И у нас получилось с вами 11 петель. 12 петлю мы добираем уже с боковой стороны, провязывая ее из стенки боковой стороны. Я ввожу спицу под обе дужки петли и достаю, провязываю 12 петлю. Вот, 12 петель у нас получилось. Далее разворачиваем вязание наше на изнаночную сторону. Изнаночный ряд вяжем практически аналогичным образом. Первую петлю мы снимаем. Спица у меня сейчас перед, нить точнее, у меня сейчас перед работой. Я первую петлю сняла, отправляю нить за работу. И опять же таки вяжу ряд лицевыми петлями, не довязывая до конца 2 петель. Десять петель вместе с кромочной у меня провязано. 11 петлю я провязываю методом провязывания 2 петель, да, одной лицевой, да, в данном случае. Опять же таки провязываем одной лицевой, у нас получилась 11 петля, нам нужно 12. И теперь с боковой стороны
я добираю 12 петлю, но уже добираю ее, вводя спицу в лицевую сторону нашего изделия и делаю эту петлю изнаночной, добираю ее, чтобы у нас в лицевой стороне сохранялась косичка по лицу. Сделали 12 петлю и разворачиваем на лицевую сторону. Косичка у нас сохраняется вот такая вот, вот она, как и здесь, так и здесь, импровизированная, да, и получается без швов. И таким образом провязываем до конца нашу высоту нашего слитка, вот эту часть, и закрываем петельки любым удобным для вас способом. Я уже доделала свои тапочки-следочки, попрятала хвостики. Хвостики можно прятать любым удобным для вас способом. И сделала обвязку небольшую столбиками без накида. Обвязку можно делать на ваше усмотрение, можно не делать вообще. Вариантов обвязок для слитков существует очень много. Вы можете выбрать ту, которая подойдет вам. Надеюсь, была сегодня для вас полезна. Если это так, жмите пальчик вверх этому видео, делитесь им с друзьями и вяжите вместе со мной. На сегодня у меня все. Всем пока.